Когда речь заходит о Neverness to Everness, первое, с чем ты сталкиваешься еще до релиза, это огромное количество тир-листов. S-тир, A-тир, обязательные персонажи, кого крутить, этого будет полно. Но есть одна проблема. Большинство этих списков на самом деле не помогают принять правильное решение. Потому что в игре вроде Neverness to Everness сухие рейтинги это только половина картины. Куда важнее понимать долгосрочную ценность персонажа, его гибкость и то, насколько это безопасная инвестиция на старте. Поэтому вместо того, чтобы просто перечислять самых сильных, давайте разберемся, кто действительно стоит того, чтобы его крутить. Особенно если ты только начинаешь играть. И да, важный момент. Если тебе просто нравится персонаж, бери его сразу же. Это всегда будет правильный выбор. Но если ты хочешь выжать максимум из первого рова, тогда есть смысл подойти к этому более сознательно. Сейчас на старте есть персонажи, которые явно выделяются как самые нужные. То есть те, кто помогут тебе в начале и не потеряют актуальность позже. Первый и самый очевидный вариант это Нанали. На первый взгляд она просто сильный ДПС по одиночной цели. Но на деле ее сила в том, насколько она проста в использовании. У нее есть автоматические дополнительные атаки, которые продолжают наносить урон, даже когда она не на поле боя. Это значит, что тебе не нужно идеально прожимать ротации или обладать высоким скиллом. Она просто все это делает идеально. Плюс к этому у нее есть мобильность, включая перемещение по стенам, что дает ценность даже вне боя. В открытом мире такие вещи ощущаются гораздо сильнее, чем кажется на бумаге. По сути, это максимально безопасный выбор основного дамагера. Дальше Адлер. И тут уже можно сказать, что это, возможно, самый ценный персонаж на старте в принципе. Он не самый зрелищный и не обязательно наносит самый высокий урон, но у него есть все. Щиты, следовательно, выживаемость и дебафы. Он вписывается практически в любую команду и не требует сложных условий, и не разваливается, если у вас нет идеального состава. Если вы не хотите вникать в тонкости командостроения на старте, Адлер это персонаж, который просто закрывает этот вопрос. Но не все сильные персонажи универсальны. Есть и такие, которые очень сильные, но только в определенных ситуациях. Дафодил – лучший пример. На данный момент это сильнейший специалист по механике пробития. То есть она быстрее всех ломает шкалу пробития у боссов. А учитывая, что в этой игре окна оглушения могут решать исход боя, это огромный плюс. Но есть нюанс. Ее ценность в первую очередь раскрывается именно против боссов. В обычных ситуациях она все еще полезна, но не так доминирует. Байкан. Похожая история, но по другой причине. У него очень высокий поток урона. И в умелых руках он может выдать сильный топовый ДПС. Но ключевое здесь в умелых руках. Он требователен к механике, требует точность и не прощает ошибок. Для новичка это не самый комфортный вариант, несмотря на потенциал. Теперь давайте поговорим о персонажах, которые не обязательно доминируют в одной категории, но дают гибкость, а это, как правило, самые долгоиграющие юниты. Цзю Юань – отличный пример. Она совмещает урон и лечение в одном персонаже. На старте, когда у тебя ограниченный список персонажей, такая двойная роль – это огромный плюс. Ты экономишь слот в команде и получаешь больше свободы. Хатор тоже очень полезна. В первую очередь, как батарейка энергии. Она помогает всей команде работать стабильнее. При этом дает неплохой АОЕ урон. Она не тащит бой в одиночку, но делает всю команду сильнее. И вот это ключевой момент. Такие персонажи не просто наносят урон, они усиливают других. Именно поэтому они лучше сохраняют актуальность со временем. Конечно, есть и большая группа персонажей, которые можно назвать сильными, но ситуативными. Ския отлично справляется с толпами врагов благодаря контролю, но заметно слабее против боссов.
Сакири похожая ситуация. Сильный АОЕ, но слабый урон по одной цели. Хатори может быть мощной, но сильно зависит от команды. Даже главный герой Эсперзера сюда же. Он хорош в начале, стабилен, удобен. Но по мере того, как ты получаешь более специализированных персонажей, его роль постепенно снижается. И наконец, есть те, кого на данный момент сложнее рекомендовать. Минт. Самый очевидный пример. У нее недостаточно ни урона, ни полезности, чтобы конкурировать с той же Нанали. Эдгард и Ханиэль тоже страдают от проблем в механиках, позиционировании, прерываемых способностях, не самых удобных для реализации. И Чиз. Интересный случай. Теоретически она сильная, но на практике она настолько требовательна к исполнению, что большинство игроков просто не смогут раскрыть ее потенциал, особенно на старте. И вот мы подходим к главному вопросу. Кого все-таки крутить? Если ты хочешь максимально сильный старт, есть несколько очевидных вариантов. Нанали. Самый безопасный и универсальный ДПС, который будет актуален долго. Адлер. Возможно, самый полезный персонаж в игре на старте, который подходит практически в любой команде. И Дафодил. Лучший выбор, если ты хочешь уверенно проходить боссов и сложный контент. Дальше все зависит от твоего подхода. Если тебе важны гибкость и комфорт, Дзююань и Хатор будут отличным дополнением. Если ты хочешь максимум эффективности и готов разбираться в механиках, Байкан может дать очень высокий результат. Но самое важное, что нужно понять. Тир-листы будут меняться, цифры будут меняться, будут выходить новые персонажи, но гибкость и полезность это то, что остается. Чистые ДПС почти всегда со временем уступают место новым. А вот персонажи, которые дают команде больше, чем просто урон, остаются актуальны гораздо дольше. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео, комментируйте, можете спрашивать вопросы под этим видео. Я постараюсь ответить. Я на бете участвовал и играл, потому могу ответить на ваши вопросы. Также не забудьте заходить на канал, смотреть другие видео. Может, что-то вас заинтересует. И самое главное, можете зайти в раздел с плейлистами. И уже из этого раздела смотреть и искать, что вам больше всего нравится или что вам больше всего подходит. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.